Если вы залипаете в тиктоках, то точно слышали о лайфей, вернее лойфи, лоу-фай хип-хоп, лаофеу. Да, правильный ответ, конечно, лёвей, потому что эта исландская певица имеет китайские корни. Играла девочка такая на фортепиано и виолончели с раннего возраста, участвовала в исландской версии шоу «Голос». Как сказать-то? И даже училась в колледже Беркли, пожалуй, в одном из самых престижных музыкальных вузов мира. И как раз во время ее учебы там случился ковид со всеми его прелестями. В частности, появилась удаленная учеба и куча свободного времени, которое нужно было куда-то тратить. И Лёвей зарегистрировалась в ТикТоке и начала чуть ли не ежедневно публиковать там свои видео, среди которых важную часть занимали ее каверы на джазовые песни, которые могут быть известны ценителям джаза в исполнении Чета Бейкера, Эллы Фицджеральд и Фрэнка Синатры. Потом как закрутилась, как завертелась. Ее оригинальные песни в трендах ТикТока, запись полноформатного альбома, большой концертный тур и Грэмми за лучший традиционный вокальный альбом как вишенка на торте. Тысячи восторженных рецензий от критиков, которые просто счастливы, что наконец-то джазовая вокалистка попала в тренды. Действительно, ее акустические каверы на популярные песни прошлого века и даже на Билли Айлиш точно заслуживают вашего внимания. Вот под ее гитарно-вокальным кавером на City of Stars из La La Land счастливый комментатор заключает, что именно эти два поп-культурных ивента – две лучшие вещи, что случались с джазом в последнее время. Выпуск про La La Land вы уже можете найти на моем канале. И главный герой, которого играет Райан Гослинг, джазовый музыкант Себастьян, в одной из сцен как раз затрагивает тему того, что джаз сейчас погибает. И его нужно срочно спасать, играя, судя по его пуристским наклонностям, все тот же традиционный джаз, что уже исполняли сотню лет назад. На это, кстати, недвусмысленно намекает сцена фильма, где он на слух подбирает соло Телониуса Монка, виртуозного джазового пианиста, буквально воспроизводя то же самое, что и великий музыкант более чем полвека назад. Если что, это нормальная практика для исполнителей, но дальнейшие сцены этой оскароносной картины приводят нас к выводу, что копирка стиля и чрезмерный консерватизм являются, пожалуй, ведущими чертами главного героя. И только отрицая современные поджанры джаза и играя настоящий душевный джаз, можно сохранить эту традицию и передать ее подрастающим поколениям. По сути, это совпадает с одной из идей и целей творчества Лёвей. Благодаря ней, наконец, у джазового исполнителя миллионы прослушиваний в Spotify. Многие англоязычные критики ее работ лестно отзывались о джазовости ее самой популярной на данный момент пластинки Bewitched, заколдованный. Название явно отсылка на популярную песню из 40-х. I'm wild again, bewitched, bewitched. С одной стороны, действительно, альбом выдержан в минималистичном стиле баллад 20 века под гитару или пианинку, начиная с хорового вступления в песне Dreamer, наподобие тех коллективов, что сопровождали раньше Синатру. I can see the whole world. Happy golden days of yore. И заканчивая потрясающе красивым кавером на джазовый стандарт Misty. Look at me. Но те, кто натыкался на видео Адама Нили об этой певице, уже знают, в чем подвох. Вас все это время обманывали. Она называла себя чуть ли не джазовым Ноем, который пришел, чтобы спасти джазовую музыку от потопа нескончаемого рэпа и попа. А на деле оказалось...
не будем торопиться с выводами. Повезло вам, что у вас есть я, специалист во всем, плотник, слесарь, мужчина мечты. На самом деле я классический музыкант, аккордеонист и пианист, который очень любит слушать и играть джаз. Поэтому вы можете верить всему, что я говорю, но лучше сами перепроверьте информацию, и если найдете неточности или недосказанности, смело пишите об этом в комментариях. А еще подписывайтесь на мой телеграм-канал, куда я выложу пару каверов на Лю Вэй на аккордеоне. А если хотите поддержать выход новых выпусков, лайк и подписка на канал — это прям обязательно. Для начала давайте разберемся, какие элементы позволяют нам, неподготовленному слушателю, однозначно сказать, что вот это настоящий джаз, а вот это паранойя. Только в компании с музыкантом вы можете услышать утверждение, что Бах и Шопен неплохо так свингуют, потому что первый важный элемент традиционного джаза — это именно этот feeling, именно этот fabric, который и создает чувство непредсказуемости, именуемый свингом. Если сильно упрощать, свинг — это вот такой вот ритм. Но это не совсем так. Здесь больше речь идет о неожиданных отклонениях ритма от пульсации. Сравним с Лю Вэй. Все ее оригинальные песни выдержаны в ровной пульсации, без свинга, как принято в современной музыке. Falling foolishly again before me. She doesn't even know. Но это совсем не мешает ей изменять свои аранжировки, добавляя свинговую пульсацию на живых выступлениях. Before me. She doesn't even know. Некоторые из ее творений, в том числе хит номер 1 From the Start и лично моя любимая песня из нового альбома Mr. Eclectic, написаны в стиле босса-нова, который можно назвать сплавом бразильской самбы с джазом. Но в котором, как правило, отсутствует свинг. А еще есть всякие более современные стили, тот же фьюжн никому не нужен. Со свингом проехали, он получается не так и важен. Что там дальше? Джазовая гармония – это то, что вызывает у музыкантов 100% уважения и 0% понимания. Там все просто на самом деле. Все обычные аккорды превращаем в септаккорды или нон-аккорды, состоящие из 4 и 5 звуков соответственно. Меняем пару ступеней, чтобы создать альтерации, усилить звуковое давление, и вуаля! Я просто похлопаю. Я опустил пару деталей, но кому это вообще интересно? Что там с Лю Вэй? Большая часть ее песен построена на аккордовых последовательностях, вполне характерных популярной музыке с некоторыми исключениями. В той же боссе Mr. Eclectic при переходе на припев исполнительница модулирует из минора в мажор. Alan Poe. Did you ever stop and give a wonder? Такое редко встретишь в чартах, а вот в джазе, пожалуйста. Спасибо. Там же, во втором куплете, она пользуется приемом регармонизации. А я не понял! Это супер весело. Мы оставляем прежнюю мелодию, меняя гармоническую подложку. Представьте себе крышу красивого вычурного здания, где мы сносим все нижние этажи до фундамента и на их месте строим новый фасад, который выглядит непривычно со старой крышей, но в целом в этом что-то есть. Вот так звучал вариант гармонии в первом куплете. А вот он же после регармонизации.
Этот прием был явно позаимствован из джазовых песен. Минорная субдоминанта в мажоре тоже в современных песнях редкий гость, которого никто не ждет, но когда он заглядывает, все его принимают прям с распростертыми объятиями. Nothing really matters. That's the way I do. А вот в случае с Лювей этот аккорд встречается буквально в каждой песне и является вообще одним из основных элементов гармонических цепочек этой исландской певицы. I'm just a jester, I'll never be him. I'd rather be alone at tea. 20 million ways to cope with. Увеличенные и уменьшенные аккорды в популярных песнях не существуют. В песнях Лювей и джазовых стандартах существуют. Believe me, I have tried. Aren't you sorry that you fell? Да и вообще все эти аккорды здорово так навеивают дух театральной музыки, как в бродвейских мюзиклах. Обширное использование оркестра и любовная тематика песен только подкрепляют этот тезис. Ее же талант заключается в том, чтобы слепить это все в такую обертку, которая сможет раскусить мое поколение и вайбить по так называемому ретро-саунду, но выдержанному в рамках современных стандартов звукозаписи и лирики, которая одновременно освещает насущные проблемы поколения и рассуждает на вечные темы любви, одиночества и принятия себя. Получается, что же это? Лювей все-таки настоящий джаз, раз и боссанову она играет, и лохматые аккорды использует. Мы забыли про еще один важный элемент – импровизация, которая, если что, существовала в музыке с самой первой песни, которую древние люди решили простучать палочками. Сегодня мы их называем барабанщиками. В средневековье люди, задействованные в хоре, импровизировали второй голос поверх заданной темы с использованием конкретных, довольно строгих правил. В эпоху барокко нас встречают виртуозные соло клавесина или органа, которые исполняли произведения по сути по тем же цифровкам, которые используют сегодня джазмены, и точно так же импровизировали свои каденции. Моцарт, Шопен, Мендельсон разогревались на своих инструментах, импровизируя на придуманную ими тему или на уже существующую народную мелодию. Кстати, если вы считаете, что импровизация — это придумывание на лету быстрых пассажей, это не совсем так. В первую очередь импровизация — это общение, мгновенная реакция музыкантов на сцене или в студии на происходящие события. Один из международных способов коммуницировать, который не требует знаний иностранных языков. И вот в песнях Лювей и в особенности в ее сценических выступлениях этот элемент риска и непредсказуемости тоже присутствует. Я смотрел, конечно, не все записи ее концертов, но она достаточно легко относится к изменениям формы песен для того, чтобы вставить туда соло фортепиано, или вообще засвинговать песню, чтобы она больше качала народ. Единственное, чего я не слышал, это импровизационных вокализов от нее. Мне показалось, что она, будучи изначально классическим музыкантом, довольно щепетильно относится к изменениям своей партии, при том, что она шикарно контролирует свой голос, и вряд ли в этом состоит проблема. Just like old times. Am I a joke to you? Представим, что я бы доказал вам, что Лювей, которую мы слышим по радио, не джазовый музыкант, а самая настоящая поп-певица, вдохновленная музыкой 20 века. И что бы это изменило? Да по сути-то ничего. Она все так же будет являться талантливым музыкантом с абсолютным слухом, насколько я понял из интервью, которая прекрасно поет. Я нахожу ее тембр очень приятным и даже убаюкивающим. Все эти вибрато, колебания голоса на одной и той же ноте.
все это придает ретро-шарма ее композициям. И симфонический оркестр тоже редко сейчас заглядывает в чарты, которые, к слову, она часто записывает сама, играя все партии на своей виолончели или прося свою сестру-скрипачку помочь ей с записью. Мне верится, что все это она действительно подкрепляет благой целью – популяризацией джазовой и классической музыки среди молодой аудитории. Очень классно слышать соло виолончели на ее концертах и слышать, как публика в песне From the Start хором подпевает известнейший лик, который еще использовал в своих соло Чет Бейкер. Конечно, своими песнями Лю Вэй не спасает джаз, просто потому, что он в этом не нуждается. Я считаю, что джаз сейчас проживает свою лучшую эпоху. Его слушают в ТикТоке, джазовые пластинки продолжают покупать благодаря феномену ностальгии, а Леди Гага, кто еще может быть попсовее, записывает джазовый альбом с Тони Беннетом, который был на тот момент почти на 60 лет старше ее. Дебютируют в чартах Billboard и выигрывают по Грэмми, и это все в 2014 году. Да, джазовые песни покупают и слушают не в таком количестве, как Сабрину Карпентер или Тейлор Свифт, но это в том числе потому, что джаз был изначально живым жанром, который требует прослушивания в формате лайв, будь то джазовый бар или большой фестиваль, которые существуют не только в Америке, но и в Европе и даже в России. Единственный жанр, который нужно сейчас спасать, это поп. Но об этом, пожалуй, как-нибудь в следующий раз. Пишите в комментариях, кто ваш любимый джазовый исполнитель и какие песни Лю Вэй вам нравятся больше всего. Обязательно ставьте лайк под этим видео, это очень помогает в его продвижении. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на канал в ютубе, ставьте колокольчики, вы, в общем-то, знаете, что делать. А с вами был Кит Китыч на канале Кит Китыч. До свидания!